Год жизни в Турции. Что не так с Турцией? Для того, чтобы понять, что с Турцией стало не так, для начала я вам расскажу, каково было жить в Турции год назад. Когда приехал в Турцию в апреле 2022 года, а я, стоит сказать, первый раз приехал в эту страну и сразу жить, я радовался как младенец. Поразило сразу все: климат, море, фрукты и прикольные на первый взгляд турки. Я думаю, я перечислил все плюсы Турции на тот момент. Начались приколы по мере проживания в этой стране, от переполненных людей автобусами в 40-градусную жару, где друг от друга все трутся как килька в банке, до безумных счетов за походы в частную клинику и постоянный обман на каждом шагу. Так вот, 10 минусов жизни в Турции за год проживания. Обо всем сегодня поговорим, но перед тем как начать, нажми на большой палец вверх и подпишись на мой канал. Климат. Да, это и плюс, и огромный минус одновременно. В первую очередь ощущается это на улице, но и свои нюансы есть, когда ты находишься в квартире. Бесит очень жаркая погода. До магазинов в соседнем доме сходить весь мокрый будешь. Очень жаркие и душные месяцы — это июль, август, ну и немного сентября. Потом уже нормальная приемлемая жара начинается. Что касается погоды в доме, то это вообще необъяснимая ерунда. Чтобы вы понимали, я живу на первом турецком этаже, и когда наступает зима, по всем законам физики и здравого смысла не должна квартира так замерзать. По каким-то космическим обстоятельствам полы в квартире так промерзают, что только в валенках ходить возможно. Да, отопления в домах в Турции нету, но есть кондиционер, и он дает тепла ровно столько, сколько он работает. Как только ты его отключаешь, в доме снова становится очень холодно. Мечети. Я, честно скажу, уважаю все религии, но, жить рядом с мечетью невозможно. Постоянное пение по вечерам, а иногда и в 3 часа ночи. Сначала я размышлял так: вау, прикольно, культурные различия и все такое, но потом меня стало это раздражать, и уже точно для себя решил, что жить в арабской стране не смогу. Опять же, я выражаю всего лишь свое мнение относительно дискомфорта жизни в мусульманском обществе, если ты не мусульманин, поэтому хейтить меня за это не нужно. Далее идем. Сраные автобусы. Вот это реально большая проблема. Доехать куда-то быстро порой бывает невозможно, и эти автобусы битком набиты людьми. Если в зимний период это еще часть беды, то летом в автобусе под 50 градусов. И просто думаешь, зачем я вообще куда-то еду? Неужели мне реально куда-то нужно в 40 градусов жары? Да, есть такси, но про такси расскажу отдельно, там свои есть триггеры. Сука, медлительность во всем. Да, вы можете прийти в магазин и простоять 15 минут в очереди из 2 человек на кассу, потому что кассирша куда-то уйдет, кого-то будет орать через весь магазин, болтать с охранником или просто очень медленно будет пробивать товар. Здесь вставлю самый подходящий фрагмент из мультфильма. Г03. Г. 03. 0. И это не только касается магазинов, но и любых других услуг. Кафе, рестораны, услуги сотовой связи. Везде просто черепахи работают. И все делают так медленно, что хочется им помочь. Медленно накладывают, медленно делают, медленно ходят. Все делают очень медленно. Такой стиль жизни не для меня. Я люблю делать все быстро и, соответственно, ожидаю того же в свой адрес. Может быть, это мои завышенные ожидания, но как есть. Лайк, если тоже не любишь тормозных людей. Неадекватные цены. Да, я все понимаю, что во всем мире все дорожает, но цены больше всего триггерят меня. Я приехал в апреле 2022 года, и здесь было так все дешево, кроме квартир. Квартиры — это отдельное, тоже поговорим дальше об этом, есть что рассказать. Так вот, приехал и был в восторге от цен. Можно было прийти в магазин и по полной затариться на 200-300 лир. Еды бы хватило на неделю, и это примерно на тот момент до 1000 рублей. Я покупал условно 3 пакета, набитые всякой едой, за 1000 рублей. Сейчас, чтобы купить 3 пакета, набитые едой, нужно заплатить минимум 600, а то и 800 лир, а это примерно 3000-3500 рублей. И почему-то теперь этих пакетов хватает на 3-4 дня максимум. Что случилось с пакетами, непонятно.
Едем дальше. Отсутствие нормальных тренажерных залов. Для кого-то это не проблема, если вы не любители тренировок и здорового образа жизни. Но вот я без этого не могу. Залы здесь, как бы вам сказать, похожи на помещения, хаотично набиты разной ненужной херней, а вот нужного никогда нету. Я занимаюсь в зале, в котором, наверное, 50 всяких разных тренажеров, а по площади помещения не больше 100 метров квадратных. В идеале вам бы надо было это показать, но включите фантазию, все вокруг в зеркалах. Колонны, которые выступают балками, тоже со всех сторон обшиты зеркалами, и естественно они все раздолбанные, потому что невозможно пройти мимо колонны и не вдарить каким-нибудь инвентарем, гантелями или грифом. В общем, человеку, который занимается мерчендайзером спортивного инвентаря, в этом зале надо заниматься кулинарией и делать только салаты из всего, чего попало. В общем, трэш и без слез не посмотришь. И это не один такой зал. Я был в 5 как минимум, и везде одни и те же проблемы. Скажем так, если вы не курящий человек, то точно подумайте, вы точно хотите переезжать в самую курящую страну в мире? Курят тут везде и не стесняются. Я много раз видел, как какая-то турецкая мамаша курила сигарету с грудным ребенком на руках и даже не отворачивалась, когда выдыхала эту мерзость. Я в этот момент просто помолился за ребенка, и поэтому это просто жесть. Видел также, как турки выходят курить после тренировки в зале. А почему бы и нет, наверное, чтобы восстановиться. Я не буду в отдельный пункт выносить еще очень неприятную черту турецких мужчин, а просто скажу это как факт. Если бы вы меня попросили описать несколькими словами турецкого мужчину, я бы сказал: курящий нарцисс. Да, эти чуваки могут приходить в тренажерный зал и просто ничего не делая уже снимать и фоткать себя и позировать, при том, что выглядят, мягко говоря, не очень. Недвижимость. То, что квартиры дорожают везде, это уже никого не удивляет. Да, квартиры стали стоить не просто дорого, а у меня реакция на это: они вообще понимают, сколько должен зарабатывать гражданин Турции, чтобы снимать квартиру в Анталии, например. Для иностранцев, конечно же, цены немного более адекватно выглядят. Но если учитывать, что средняя зарплата в Турции чуть больше $500, но понимаю, что арендовать ты не сможешь себе никакое жилье в Анталии. Просто нет таких цен на квартиру. Квартиры начинаются от $600 и выше. И то, чтобы ты заехал, просят за год вперед. Помимо цен на квартиры, качество квартир тоже оставляет желать лучшего. Ну, вы помните землетрясения в Турции. Но дело даже не в том, из чего и как строят дома, а дело в том, как квартиры выглядят изнутри, какая у них планировка. Я живу в абсолютно квадратном доме, но моя квартира изнутри почему-то вся кривая. Из-за этого, когда ты ставишь мебель по углам, она стоит наискосок. Это очень раздражает. А какую божественную мебель турки покупают, когда сдают квартиры? Просто безвкусица. Могут поставить несколько диванов и все разных цветов. Вкуса у них нету от слова совсем. Наверное, менталитет. Я рассказываю свой опыт, и в принципе мой опыт будет очень близок по уровню возмущения для русскоговорящих людей. Турки действительно не умеют себя вести в нашем понимании. Они могут выйти и орать в подъезде глубокой ночью, не задумываясь, что это, сука, просто некультурно. Могут начать вечеринку в квартире тоже до утра и не стесняться кричать во все горло. Стены, кстати, в Турции тоже очень тонкие. Так что приходится иногда полицию вызывать. Ты можешь сидеть в кафе и ждать заказ, и подойдет к тебе сам хозяин заведения с твоим заказом и швырнет его тебе. Это все оставляет впечатление, что Турция дикая страна, которая может посостязаться по уровню сервиса со странами Африки. Огромное количество кошек и собак. Я люблю собак, но не бездомных. Они повсюду. Однажды собака легла просто возле входа в супермаркет, и через нее люди перешагивали, и она даже бровью не повела. Да, они все чипированные и спокойные. Хотя иногда появляется информация, что некоторые собаки ведут себя неадекватно и даже кусаются. Сначала ты умиляешься всей этой живности, а потом тебя реально начинает бесить весь этот зоопарк.
Да, про такси я вам расскажу. Таксисты тут охеревшие. Во-первых, сервис просто ужасный. Ты едешь, а он по своей сраной рации орет на весь салон свои бешельмерксенме. Так еще и дорого, как в сраном аду. Таксишками пользуюсь крайне редко. Реально, проще пешком или на велике гонять, будет полезнее. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Я постарался для вас собрать самые актуальные и самые бесячие минусы, которые я заметил за год жизни в Турции. Поэтому, если вам интересна тематика жизни в Турции, какие-то еще инсайды, которые я могу вам рассказать из своего личного опыта, пишите в комментариях, я обязательно сниму на эту тему ролик. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Увидимся в следующих видео.